Добрый вечер, дорогие друзья. Я вернулся к вам с очередной реакцией. Реакция, кстати, очень интересная. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать огромное, вот такое огромное спасибо Айдару Б. Айдар Б, огромное вам спасибо за очень очень щедрый донат. Огромное вам спасибо. Если вы не знаете, о чем речь, то вот тут мои реквизиты. Я собираю деньги на лечение. Я, кстати, сходил недавно, 2 дня назад я сходил и, глотнул шлангу, получается, чтобы проверили мой желудок. Говорят, желудок вроде в порядке, но все равно почему-то у меня проблемы с моим желудком, не знаю. Я сдал анализы, завтра пойду получать эти анализы. Чтобы вы знали, что я делаю, если вам вдруг интересно. А если не интересно, давайте начнем тогда реакцию, если вам не интересно. Да. У нас еще одна песня от Димаша Кудайбергена. Гаку. Эту песню часто просили послушать в комментариях. Но Альберта попросила посмотреть его в прямом эфире, во время стрима, сделав донат. Альберта, я это очень ценю. Я очень ценю то, что вы поддерживаете Димаша, и это вызывает у меня только уважение. И я всегда с удовольствием посмотрю что-то еще. Но я также видел, что Гаку очень часто просили посмотреть в комментариях. Они писали что-то вроде «О да, тебе обязательно нужно посмотреть вот это» и «Fire». Но с Fire я пока немного подожду, потому что это совсем новый трек. И пока есть только видео, снятое из зала, поэтому да. Я пока подожду, но когда Fire выйдет официально, полноценный трек, потом я уже сделаю реакцию. В прошлой реакции я говорил, что мне писали: «Эш, если тебе нравится музыка потяжелее, вроде металла или рока, обязательно посмотри Fire, потому что там звучание немного пожестче». Я такой: «Окей, хорошо». Но потом увидел, что пока есть только запись из зала, а сейчас у нас выступление на Гаку. Давайте я переведу название, чтобы понимать, о чем здесь говорится. Окей, песня называется «Незабываемый день». Я поставлю лайк на это видео и подпишусь на Гаку ТВ. Окей, давайте начнем. Это самое высокое качество? Да, окей. Димаш всегда получает розы от своих фанатов, и это очень мило. Bir көргенмен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, Когда... Я чуть не сказал Химаш. Когда Димаш поет очень мягко, когда он поет мягко во вступлении, я каждый раз будто впадаю в транс. Обычно мне всегда есть что-то сказать, понимаете? Особенно, когда речь идет о Димаше Кудайбергене или о Диане Анкудинове. О ней тоже можно говорить очень много, но когда именно Димаш делает вот так, поет мягко, можно сказать, что он знакомит нас с собой в этой песне. И я тут просто сижу и думаю: вау, да, это просто безумие. Просто безумие.
Жүрекке ешкім жүргіз алмас әмірін, сөндіре алмас сезімімнің жалынын. Бақыттымын бұл әлемде сен екен, тағдырыма тарту етсе Тәңірім. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін, Он поет вместе с публикой. ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, алаулаған таңдарым сен, алақандай айда аңсарымда арқалым сен. Знаете, что мне нравится? Очень хорошо видно, насколько Димаш дорожит своими слушателями, своими поклонниками, всем своим фан-сообществом. Видно, что он не боится подойти к поклонникам совсем близко, спеть для них, разделить с ними хотя бы небольшой момент, потому что невозможно уделить внимание абсолютно каждому, невозможно угодить всем. И чем популярнее вы становитесь, тем сложнее уделить внимание каждому. Но он специально спускается к краю сцены, подходит к поклонникам и вот так с ними общается. Это действительно заслуживает уважения. И как мне кажется, это очень хорошее качество Димаша Кудайбергена. Если представить себя просто зрителем, слушателем, поклонником Димаша, то мне кажется, между зрителями и артистом здесь нет такой огромной дистанции, как у многих других исполнителей. Понимаете, о чем я? Некоторые артисты очень отстраненно относятся к своим поклонникам. Они особо с ними не взаимодействуют, просто выходят, дают концерт и уходят. А с Димашем у меня всегда такое ощущение, будто это встреча, будто он снова встречается со своими поклонниками, и они просто прекрасно проводят время вместе с ним. Он подходит к ним совсем близко, общается с ними, ему дарят розы, а потом он ходит с этими розами на сцене. Да, это прекрасно. Seni canım kıymayman kıymayman, seni kalay özgege sıylayman. Yo! Еще выше! Его техника с микрофоном? Офигенно! Wow! What? No. Это наверняка из-за микрофона. Это что, его голос? Нет, это не его голос. Это же Йоу! Yo! Уметь делать такой голосом — это невероятно впечатляющая техника. Сам факт того, что человек способен издавать такие звуки голосом, просто поражает и завораживает. Я говорю это с точки зрения битбоксера. Я сам учусь издавать всякие необычные звуки. Например, вот такие. Это очень странный звук. В обычной жизни вы никогда бы не стали просто так его издавать.
И сейчас у меня точно такая же реакция. То есть примерно то же самое, что вы, наверное, сейчас подумали, когда услышали звук, который я издавал. Как он это делает? Как он заставляет звучать свой голос вот так? Давайте еще раз послушаю. Йоу! Это нереально. Смотрите, кто-то в зале свистнул вот так. И свист получился точно на такой же ноте, на которой он поет. Послушайте, погодите. И кто-то в толпе свистнул. И это была та же самая нота, послушайте. Это была та же самая нота. Үлкен рахмет! Спасибо. Спасибо. Я... Димаш уже давно заслужил мое уважение, потому что мы посмотрели уже немало его выступлений. Но каждый раз, когда я вижу очередную рекомендацию или просьбу посмотреть что-нибудь с Димашем, я каждый раз думаю, да что вообще происходит? Я не хочу назвать это что-то банальным или типичным, но это точно не обычное оперное произведение. Здесь столько разных фишек, необычных деталей, интересных кульминационных моментов, которыми могут наслаждаться даже такие люди, как я, которые вообще не слушают оперу. Я не слушаю оперу в свое свободное время. Хотя я могу оценить такое очень высоко, как человек, который любит музыку и сам занимается ее созданием. И поэтому Димаш каждый раз меня поражает. Каждый раз. Обязательно посмотрите другие его выступления и поддержите его. Я оставлю ссылку на оригинальное видео, а также оставлю ссылку на канал Димаша под этим роликом. На этом мой перевод заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.